Привет, друзья! Арабатская стрелка поистине является чудом, сотворенным природой. Чего только на ней не встретишь. И многокилометровые пляжи, состоящие из мелкой ракушки, и горячие источники, и озеро Сиваш, и озеро с водой настолько соленое, что оно выталкивает тело на поверхность, и жаркую степь, что длинной и узкой косой связывает материковую Украину с Крымом. Но есть одно место, которое можно назвать чудом из чудес. Это Розовое озеро, которое стало для меня настоящим открытием. Озеро носит название Геническое, и находится оно в поселке Приозерное. Это, как оказалось, остатки старого солепромысла, от которого остались старые соляные чеки и руины зданий солезавода. Чтобы попасть к озеру, нужно ехать в село Геническая Горка. До указателя село Приозерное. Или же спросить у местных, где поворот на Сольпром. Для них это привычнее. Километров 5-7 и вы в Приозерном, где вас встречают заброшенные дома некогда богатого поселка. Говаривают, правда, что здесь еще живет человек 300. Промахнуться невозможно, и через пару минут мы видим розовую водную гладь Генического озера. Подъехать к озеру проблем не составило, благо еще есть грунтовка, что накатана годами. Привет, друзья! Приехали на знаменитое Арабатское Розовое озеро. Вот сейчас я вам покажу его. Розовая соль добывается для ванн. Наверное, еще называется она гималайская. Сейчас я вам все покажу, сейчас все увидите. Розовый цвет воды обусловлен наличием в ней одноклеточных водорослей дуналиела солеводная, что под действием солнца производит бета-каротин. Соленость воды в озере составляет 270-300 грамм на литр. Это почти как в знаменитом Мертвом море. Поэтому целебна не только вода, но и грязи, которые образовались на берегу озера. Интересен сам процесс добычи соли. Розовое озеро замкнуто и бесточно, разбито небольшими дамбами и деревянными столбиками на маленькие озерца. Это и есть чеки. Соль образуется здесь сама, природным осадочным путем. Весной через узенький пролив дальние чеки заливаются водами Сиваша, где из них в осадок выпадают различные примеси. Затем воду перекачивают в средние чеки. На солнце влага испарялась, и оставался только тонкий слой жирной соляной ропы. Ее снова перекачивали в самые ближние чеки. Под палящим солнцем ропа выпаривалась вовсе, и на поверхности оставался 10-сантиметровый слой розовой соли. Готовую соль сгребали в большие кучи, там она лежала еще 2-3 года. За это время из нее естественным путем вымывались остатки примесей. Кстати, с этого месторождения из солепромысла в селе Стрелковое, прежнее название села Чокрак, начиналась одна из отправных точек знаменитого чуманского шляха, откуда чумаки на телегах, запряженных валами, возили соль в Украину. И даже ко двору императрицы Екатерины II доставляли соль именно с Генического солепромысла. И при союзе здесь кипела жизнь, и добывались тонны соли, что после отправлялись по всему миру. Но пришла перестройка, и все постепенно пришло в упадок. Завод закрылся, и от него остались лишь депрессивные руины на фоне футуристического пейзажа из розовой воды, соляных чеков и белорозовых соляных мелей. Тем не менее, розовая соль уникальная сегодня. Месторождение соли такого состава всего 4 мили. И когда-то давным-давно именно геническая соль была признана лучшей. Очевидно, что Геническое озеро невероятно красивое место. А какие здесь фантастические закаты. Перед поездкой сюда стоит запастись водой, дабы пить и помыть ножки, а также головными уборами, ибо солнце жарит неимоверно. И быть предельно внимательным и не сходить с протоптанных дорожек. Шанс провалиться по колено весьма велик. Утешением может быть лишь тот факт, что ропа очень полезна. А если пообщаться с местными, то они вам подскажут, как самостоятельно можно запастись уникальной солью, ну или купить у них. Ведро соли нам обошлось в 100 гривен. И еще. У меня появилось новое место, куда хочется приехать еще раз. Понравился сюжет? Оцените лайком. И подписывайтесь на канал Сталдрона. Вам все равно, а мне приятно. Пока-пока.